как мне от нее избавиться, как с ней работать? У нас было на это, в общем-то, целое видео, но раз уж мы встретились, тебе расскажу. Научиться понимать, что каждый человек, который приходит в твою жизнь, это то, что дается тебе Богом для того, чтобы учиться. И ничто в этом мире на самом деле не принадлежит. Ты, предположим, проживешь там 100 лет, 130, 150. Все равно рано или поздно ты уйдешь в другой мир, чтобы заново родиться и заново прийти в мир, и заново получать опыт. То есть, если очень повезет, ты будешь над собой работать, предположим, реализуешься и выйдешь на другой уровень развития. То есть станешь там, переместишься, предположим, на планеты, где живут по сотни тысяч лет, предположим, или станешь там ангелом, или стихийным духом, то есть получишь бессмертие как таковое. В остальных случаях ты через 100 с чем-то лет уходишь из жизни. И все, что у тебя есть, начиная от там, бриллиантов, сапожек, помады, машины, дома, там, дачи, мужа, дети, тещи, ты все это сдашь. Ты уходишь, ты оставляешь тело, и все, что было при теле, оно возвращается миру. То есть все, что ты получаешь в этом мире, это возможность для развития. Ничто в этом мире по-настоящему тебе не принадлежит. Это не означает, что то, что есть в мире, об этом не нужно заботиться. Потому что если у тебя есть машина, о ней нужно заботиться, у тебя есть квартира, о ней нужно заботиться, у тебя там есть, тем более ребенок, там, или собака, или даже какие-то вещи. Но все, что тебе дается, это объект для обучения, чтобы ты однажды из там простой девочки превратилась в богиню. Чтобы ты в богиню превратилась, тебе нужно входить в резонанс с вещами, с людьми, там, с энергиями. И от резонанса ты получаешь определенный опыт, переосмысливаешь опыт, нарабатываешь качество и становишься больше, тоньше, умнее, мудрее. У тебя обретаются качества, которые тебя постепенно из человека-животного делают человеком, а из человека рано или поздно сделают, положим, божеством. Поэтому все, что приходит в мир, это то, что тебе дано для обучения. И ни к чему нельзя привязываться. Вещи нужно уметь использовать, уметь о них заботиться, уметь их развивать, уметь создавать гармоничное пространство. Но ничто, что в этом мире к тебе приходит, к тебе не принадлежит. Если у тебя есть такое отношение ко всему, то ты ни к чему не будешь привязываться. Ревность – это признак того, что ты к чему-то привязываешься и очень жестко. Следствие этой ревности, что если тебя это заберут, в тебе будет появляться огромное недовольство. Огромное недовольство будет выставлять огромный барьер. Ты будешь еще, во-первых, барьер между миром внутренним, во-вторых, ты будешь еще более жестко за это цепляться. Заметь, что была еще очень интересная ситуация, что, в принципе, с человеком расстались. И расстались с ним, в общем-то, по знатным причинам, в общем-то, потому что, в общем-то, он вел себя неадекватно. То есть ты как бы выбрал человека, у которого большие проблемы. То есть, и у тебя был выбор либо вытаскивать его с этих проблем, либо по-хорошему попрощаться и найти того, кто тебе эти проблемы создавать не будет. Потому что, например, если ты едешь на машине, и у тебя машина барахлит, то есть ты рискуешь попасть в аварию, у тебя есть выбор, да, либо ее машину починить, либо ее выкинуть, или продать, соответственно. Третьего варианта нет, потому что ездить в такой машине опасно. В принципе, по сути, разницы нет. У тебя еще есть эта привязка. То есть нужно, вот для себя должна понять, что твоя задача в жизни не что-то иметь. Конечно, хорошо быть богатым, хорошо быть талантливым, хорошо иметь много имущества, которое помогает жить и дает какие-то возможности. Но все, что ты в жизни обретешь, что ты сделаешь, ты рано или поздно, предположим, передашь своим детям. Но ты от этого избавишься. К этому ни к чему нельзя привязываться. Если ты понимаешь, что все, что тебе дается, включая мужчин, детей, друзей, это все ты однажды сдашь. Если ты к этому относилась без привязки, если ты относилась к этому немножко, очень хорошую фразу говорил питерский Ее Крыжов, немножко отстраненно, то друзья могут тебе в следующей жизни вернуться, например. Есть такое правило на уровне кармы, на уровне судьбы. Если ты кого-то очень сильно любишь, люди друг друга сильно любят, то они в следующей жизни могут встретиться, чтобы вот это как-то реализовать, чтобы эта любовь реализовалась. То есть не обязательно это мужчина, это может быть отношения там, с матерью, может быть отношения с сестрой, там, это близкие люди, неважно, друзья это могут быть. Ты кого-то сильно ненавидишь, вы опять же встретитесь, но будете отрабатывать уже не любовь, а будете отрабатывать ненависть, пока ваша ненависть там не исчезнет. Ты, например, ненавидел кого-то, в следующей жизни родился, например, сестрами-близнецами родились. В прошлой жизни были смертельными врагами, а в этой жизни вы сестры-близнецы. И ты даже ты хочешь ненавидеть, а не можешь ненавидеть. Потому что это существо, с которым ты провела всю жизнь, про которое ты все знаешь. То есть оно одно из самых близких существ у тебя получается. Ты можешь родиться матерью у того, кого ты ненавиделась. Может быть, дочкой того, кого ты ненавиделась. Но мир ставит ситуации, чтобы все, что в человеке было негативно, оно стиралось. И создает программы такие, чтобы люди, сталкиваясь друг с другом, эти программы стирали. И специально уменьшает между ними барьеры, чтобы те качества, которые между ними были отрицательные, они могли уйти. Понимая того, что все, что в тебе в жизни приходит, это временно, это для тебя как для обучения, ты ни к чему по сути не будешь привязываться. Но у тебя должно быть это глубокое внутреннее переживание, что все, что тебе в жизни приходит, дано тебе для переживания. И твои друзья, и любимый человек, и партнеры какие-то, может быть, хорошие, и мама, и папа, и любимая собака, любимая кошка, любимая птичка. Это все тебе дано для того, чтобы обучиться, чтобы что-то в себе преобразовать что-то более совершенное.
Если ты понимаешь, что это тебе Бог дал как программу для обучения, ты можешь к ним относиться искренне, по-доброму, ты можешь им помогать, ты можешь о них заботиться, ты можешь участвовать в их жизни, ты можешь их там чему-то учить, у них чему-то учиться. Но ты понимаешь, что это только программа для обучения. И к этой программе для обучения нельзя привязываться, потому что программа для обучения сегодня одна, а завтра другая. Сегодня тебе нужен этот человек для того, чтобы что-то понять, а завтра нужен быть другой. Но это должно быть глубоко осмысленно.